Приветствую тебя, дорогой подписчик. На моем канале будет много интересного и познавательного контента. Подписывайся, ставь палец вверх. В последние десятилетия ученые осуществили значительный прорыв в понимании человеческой эволюции. С помощью генетических исследований был открыт уникальный генетический код, который связывает всех современных людей с общими предками, которых порой называют Адамом и Евой. Это несуществующее доказательство стало основой для множества дискуссий, как научных, так и философских. В этой документальной истории мы погрузимся в тему митохондриальной ДНК и хромосомы и выясним, как это знание может изменить наше представление о человеческом роде. Клетки, как основа всех живых существ, представляют собой сложные структуры, содержащие ядро и органеллы. В ядре хранятся линейные хромосомы, а в цитоплазме находится митохондрия, энергетические станции наших клеток. Увлекательный факт. Митохондрии некогда были самостоятельными бактериями, которые были захвачены предками-археями, обеспечивая защиту от кислорода, но что открыло путь к многоклеточной жизни. Митохондрии играют ключевую роль в клеточном дыхании и синтезе АТФ, необходимом для жизни. Несмотря на свою несамостоятельность, митохондрии сохранили свою индивидуальность. Они имеют двойную мембрану и свою собственную ДНК, что делает их уникальными. Митохондриальная ДНК, МТДНК, представляет собой кольцевую структуру, устойчивую к мутациям, что позволяет относиться к ней как к идеальному инструменту для расшифровки эволюционного дерева. В одной клетке может содержаться до 2000 митохондрий, каждая из которых может быстро мутировать, что приводит к созданию уникальных генетических маркеров. Митохондриальная ДНК не рекомбинирует, что делает ее идеальной для отслеживания индивидуальности по женской линии. Горизонтальный перенос генов между митохондриями также редок, что только подтверждает стабильность и достоверность генетической линии. Митохондрии передаются только по женской линии, что создает основополагающие генетические связи между поколениями. Если у матери рождаются только сыновья, ее митохондриальная линия будет прервана. Таким образом, митохондриальная Ева — это женщина, которая передала свои митохондрии своим дочерям через поколение. Концепция митохондриальной Евы стала синонимом идеи о первой женщине, жившей 300 тысяч лет назад, от которой произрастают все современные линии митохондриальной ДНК. Однако следует помнить, что это не конкретное существо, а скорее символика, используемая для популяризации генетических исследований. Понимание Адама и Евы в контексте научных открытий часто становится объектом недопонимания. Люди ошибочно полагают, что ученые доказали существование конкретных личностей, однако на самом деле речь идет о понимании матрицы генетического родства, включая возможность того, что митохондриальная Ева могла не быть человеком разумным. Митохондриальная Ева не была единственной женщиной своего времени. Все существовавшие женщины делили общие линии ДНК с другими видами, включая шимпанзе и даже неандертальцев, которые возникли в далеком прошлом, создавая взаимосвязи, которые идут глубоко в историю. Процесс передачи митохондриальной ДНК имеет свои особенности. Она передается через дочерей, и если у женщины появляются только сыновья, ее линия прерывается навсегда. Таким образом, лишь женщины с дочерями могут гарантировать продолжение своего генетического кода. Датировка времени жизни митохондриальной Евы может изменяться в зависимости от новых исследований и имеющихся данных. Каждое новое открытие открывает двери к пониманию более ранних предков и их сложных взаимосвязей. С другой стороны, X-хромосомный Адам, как правило, связывается с мужскими линиями. X-хромосома определяет пол, но кодирует очень мало генов. Он также передается только по мужской линии, предоставляя уникальные данные о семейных линиях. Каждая линия наследования пола имеет свои вариации и особенности. В некоторых случаях X-хромосома может отсутствовать у женщин, что делает генетическое наследие еще более комплексным. X-хромосома определяет не только пол,
но и уникальные черты, которые переходят исключительно по мужской линии. Таким образом, и хромосомный Адам представляет собой фигуру, жившую 200-300 тысяч лет назад, которая является предком всех современных мужчин. Несмотря на то, что митохондриальная Ева и пихромосомный Адам жили в разные исторические эпохи, они оба стоят в основании нашего генетического дерева. Каждый из нас, независимо от пола, несет в себе эти генетические следы. Трехмерная структура генетики демонстрирует сложный мир родства. Митохондриальная Ева и итикуреек-хромосомный Адам являются нашими общими предками. Этот родственные узы становится определяющим фактором в понимании не только человеческой эволюции, но и в исследовании других живых существ. На Канарских островах можно наблюдать наглядный пример смешанного наследия. Жители архипелага имеют в своем генетическом коде как гуанчи, так и испанские корни, что позволяет увидеть, как митохондриальные линии и линии X-хромосом пересекаются и соединяются в одном контексте. Интересный случай с белыми медведями демонстрирует, как митохондриальная ДНК иногда может вести к удивительным открытиям о происхождении. Например, некоторые бурые медведи имеют белую медвежью митохондриальную ДНК, что подчеркивает разнообразие генетических связей в природе. Анализ их хромосомы проще, чем МТ-ДНК, так как она не подвержена рекомбинации и позволяет провести подробные палеоантропологические исследования. Митохондриальная ДНК, в свою очередь, помогает углубиться в женские родословные линии. Палеогеномика — это новая область науки, которая фокусируется на извлечении ДНК из ископаемых остатков, что дает возможность изучать генетическую информацию древних существ. Это открытие открыло совершенно новый мир для понимания эволюции людской линии. При помощи этой технологии ученым удается воссоздавать профили генов, которые существовали сотни тысяч лет назад, и сравнивать их с современными образцами. Это позволяет исследовать, как определенные гены изменялись за время и какой вклад внесли разные популяции в современный геном человека. Некоторые ученые отмечают парадокс, что несмотря на одновременное существование нескольких групп предков, мы все равно ведем свои генетические корни к отдельным Адаму и Еве. Эти генетические старания также ставят под сомнение вопрос о различиях и схожести среди генетически близких групп. Некоторые популяции могут оказаться генетически более разнообразными, чем другие. Так, в результате миграций, смешанных браков и социальной динамики, различия могут оказаться более сложными, чем мы это представляем. С такими мощными инструментами, как генетическое тестирование и анализ ДНК, возникает множество этических вопросов. Как и где должны использоваться знания о нашем генетическом наследии? Есть ли риски, связанные с возможной дискриминацией по генетическому признаку? Эти вопросы требуют серьезного обсуждения среди экспертов, медицинских работников и самих людей. Посмотрев на все эти аспекты, несложно предположить, что будущее генетических исследований предлагает множество перспектив. Совершенствование технологий редактирования генов, таких как XRIP, открывает новые горизонты в области медицины и сельского хозяйства. Но каждый шаг требует понимания и ответственности. Касаясь темы митохондриальной Евы и иитурии хромосомного Адама, мы должны помнить, что они являются лишь частью огромной и многообразной картины человеческой жизни. Каждый из нас не только носит признаки своих предков, но и становится частью генетической мозаики для будущих поколений. Поэтому, изучая свое происхождение, важно сохранять открытость к новым данным и пониманию, как наш генетический код связан с тысячелетиями человеческой истории. Генетические исследования позволяют нам видеть мир не в черно-белом формате, а в сложной палитре, которая заправлена всеми оттенками, которые приносят с собой многие народы и культуры. Мы все были частью процесса, который длился миллионы лет. И это делает нас не только носителями ДНК, но и хранителями историй, которые они несут. Когда мы обращаемся к учебникам генетики или смотрим на диаграммы семейных деревьев,
Важно помнить, что за каждым числом и каждым маркером стоят люди с их собственными жизнями и переживаниями. Учеными это открытие лишь начало обсуждение о том, что значит быть человеком в современном мире. Недавние достижения в чтении ДНК открыли новые возможности для дальнейших исследований и понимания того, как наша история связана с более широким контекстом жизни на Земле. Как мы видим, изучение наших предков не только укрепляет наше ощущение идентичности, но и предоставляет инструменты для предсказания того, как мы можем эволюционировать в будущем. С каждым днем мы приближаемся к пониманию того, кто мы есть, благодаря работе ученых и исследований в области генетики. Несмотря на сложные вопросы, которые все еще требуют ответов, одно остается неизменным. Понимание нашего генетического наследия — это не просто наука, но и история, которая связывает нас всех вместе. Таким образом, каждая из нас, независимо от места и времени проживания, является частью единой человеческой истории, начинающейся с митохондриальной Евы и детихромосомного Адама и проходящей через тысячи лет до сегодняшнего дня.